Господа, здравствуйте, мы залудили. Я начну вот так вот серию. Ну как мы, ребята залудили, а мы просто снимали. Ну, пацаны знают, что лудить это всегда круто. Вы писали об этом даже в комментариях. То есть наш кузов, который в конце прошлой серии был в железе, уже залуженный и в грунте. Нашлось все, как и было по графику олова, которое, как-то мы говорили, оказалось из свинца. В общем, применены самые благостные технологии. Что, кстати, всем удивительно, что есть люди, которые понимают, что в комментариях нашлись люди, что слава богу, что это олово и так далее. Потому что мне это тоже, честно говоря, очень понравилось. Я люблю, когда лужением кузова делают. Что-то в этом есть однозначно. Технология 50-х годов, но тем не менее рабочая и по сей день. И вы посмотрите, наконец-то кузов похож на кузов. Понятно, что это грунт по большей части такой технологический, промежуточный, потому что если мы будем снимать с вами крупно, видно, что кузов далеко не идеален, что еще там все вот такое, везде и риски, и есть еще куча всего. Собственно, уж как вы видите, сейчас дальше идет подготовка. Ну что, сейчас будет еще кузов герметизироваться, шумоизоляция наклеивается, еще будет сверху много шпаклевки, он еще будет зашпаклевываться. Но самое главное, что он похож на машину теперь. Если мы, конечно, пройдем сюда и присмотримся, и будем рассматривать днище, то поскольку у нас пока еще здесь ничего особо нет, мы прекрасно видим все швы и то, что на самом деле эта машина собрана из 1000 лоскутов. Это, конечно, ее немножко выдает. С другой стороны, мы точно знаем, что там. Когда вы машину покупаете, и вы видите вот под этим всем все вот эти заплатки, вы думаете, что жопа. Ну, мы тоже понимаем, что жопа, но наша, правильная. То есть эта жопа уже сделана, она нам нравится, она такая сочная, круглая, классная. Ее хочется потискать. И самое главное, она моя. Это все прекрасно, есть понимание, какой толщины это железо, что оно новое, что нет ржавчины, и что с этим все долгие лета должно быть, по крайней мере, в порядке. Мы узнаем об этом через долгие лета, так что если вы из 2025, напишите в комментах, сгнила ли она. Мы узнаем об этом уже прямо сейчас. Спускайтесь туда и читайте. В остальном же, конечно, это прямо вот, знаете, первая серия, наверное, с начала проекта, когда ты чувствуешь, что все может быть хорошо. Это тот самый лучик надежды, который забрезжил, и ты прям такой, блин, походу она реально сделается. Походу она реально сделается, ребята. Потому что это уже ровная. Смотрите, арка. Она прям вот так начинается. Ну ладно, что она начинается, она заканчивается, переходит в порог, который весь идет сюда до этого хвоста, и это все есть. А ведь этого всего не было. А теперь оно есть. Тут, конечно, еще куча слоев будет всего, и, естественно, будет антикор снизу, и такую шубу накинем, и будет виброизоляция как по заводу такими листами нарезана, и так далее, и так далее, и так далее. Все это будет. Но сейчас это уже кузов готовый по железу. И это прямо офигеть. Пошли выбирать краску. Все, сейчас раскроем цвет, наконец-то. Итак. Вот эти с мусором делал колорист, это новые. Это тот старый, который был у тебя на машинке. Это старый был чистоплотный. А зачем он мусорил? Он ел одновременно и колеровал? Ну, наверное, да. Пирожное там сыпалось. Понятно. Да, это делал маляр в камере, это делал, ну это в общем вообще не. В какой камере? В одиночной? Да. Ну у вас, я смотрю, вообще там интересные такие места. Да, она из хлеба просто. А этого уже выпустил, он до еды просто его выпустили из камеры, он сразу ел и колеровал. Так, ну, в общем, вернемся к человеческому юмору. А то потом придется все вырезать, как в тот раз. Короче, если вкратце, это самый яркий, это чуть темнее, это уже такой прям темно-темный. Они все металлик, да? Да, они все одинаковые, просто пошли выйдем. Темнее, да. Короче, мы вышли на улицу, но классическая питерская солнечная погода. То есть солнце по нашим меркам в 10 раз больше, чем обычно, но его при этом нет по вашим меркам. Поэтому металлик не играет. Ждем лампу колориста. Господи Иисусе. Флюгегехаймен называется у вас, или как? Да. Давай угол подберем, при котором будет видно, нет? Да. Он металлик стал, реально. Хорошо, давай независимо. Мы здесь проводим голосование нашим тесным мужским коллективом. Какой из этих трех цветов тебе лично самому нравится больше? Я думаю, наверное, серединочка. Ну, в смысле, не этот, а по темноте средний. Не самый темный, не самый светлый. И решающее мнение? Короче, как всегда, я единственный, кто за другой цвет. Но не всегда все, что нравится мне,
это законно, поэтому, короче, вот выбираем тогда этот цвет. Из всех этих красных мы выбираем этот красный, потому что он незагласно выбран всеми, кроме меня. А ты какой хотел? Я хотел этот. Какие-то есть плюсы в его сторону, с твоей точки зрения? Ярче. Да. Ты просто хотел потемнее, а в итоге перехотел, получается? Нет. Ну, может, я и не прав. У нас часто бывает. Нормально, просто я выбирал этот цвет, исходя из твоих пожеланий, что ты хотел. Просто темнее. когда последний раз я был единственный, кто против, и сделал так, как все скажут, мы сэкономили 5 миллионов рублей. 5. Нормально. Но я был единственный, кто сказал, да нет, но это полная шляпа, но давайте возьмем, потому что вы все мудаки так решили. И в итоге мы сэкономили реально 5 мультов. Ну, здесь вряд ли что-то получится. Об этом вы узнаете в августе, что это такое было, но, в общем, скоро узнаете. Я бы сказал, что для меня равнозначно, что этот. Вот этот просто слишком темный, однозначно. Это уже какой-то провал к вишне, да. Я бы сказал, что у этого есть оттенок современных красных, которые горящие. Этот близко к Корее, как мы в тот раз и говорили. Ты прав, я с этой мыслью переспал и съездил, сравнивал его с Солярисами, это неприятно. Этот больше к старой школе. И, соответственно, это логичнее и к машине, и поскольку люди интуитивно его также выбирают на контрасте. Поэтому номер 1 наш выбор. Господа, она все-таки будет красная. Не чокаясь, господа. Наконец-то у нас есть кресло из перетяжки. Наконец-то. С задержкой 2 недели, не по вине реформы Сталин, конечно же. Так получилось, что ткань, которую мы в прошлый раз с вами напечатали, посмотрели, что это офигенная ткань, максимально подходит к этому креслу. Вот она еще не перетянутая. Все, его берем, отдаем в тираж. Короче, делаем много этой ткани. Выясняется, что вся остальная ткань, которая была на складе, оказалась бракованной. И ее нельзя использовать для перетяжки кресел. Нужно заказать другую, которая придет через неделю. В уме 10 дней, как по факту и состоялось, плюс потом напечатать не завтра, а тоже в уме через 5 дней. И вот мы с вами через 2 недели стоим у кресел, которые должны были быть 2 недели назад перешитыми. Но благо, все могут опираться от кузовщиков. В этот раз все, кроме меня, очень любят кузовщиков. Я все время говорю, кузовщики, надо быстрее. Все такие, Костян, нормальные ребята, кузовщики. Вообще, пусть они там красят, никуда не спешат, потому что тогда у нас, у всех остальных, будет больше времени. Собственно, в этот раз так и идет. Плюс у нас кресло от донора, оно с подлокотником. Теперь, наконец-то, есть подлокотник, которого не было в той комплектации, в которой нам досталась Audi S4. У нас теперь будет водитель ехать как в Range Rover, Вася, все будет хорошо. Ну и, естественно, если вот даже вы смотрите на камере, я вам хочу сказать, что даже я в очках не вижу разницы между строчкой вот этой вот и печатью. И при этом это не ультрафиолетовая печать, это Сублимация. Сублимация. А чем отличается ультрафиолетовая печать от сублимации? Вопрос без гугла. Слушай, но ультрафиолетовая запекается краска, да, по температуре. Сублимация
что-то примерно типа того же, но... С переводнушками какими-то. Ну, с какими-то, да. Мы не знаем, но выглядит классно. Соответственно, смотрите, я в очках отсюда не отличаю. Они немного разного цвета, и я бы сказал, что этот цвет отдает синевой. Возможно, из-за того, что под воздействием ультрафиолета ткань просто выцвела. А эта ткань, она идеально такого же цвета, как пластик. Вот, Никитос, ты просто сними со стороны вот отсюда. Ты посмотри, это идеально. И это смотрится лучше, чем вот это. Потому что вот здесь, кстати, вот эта часть подушки, по-моему, тоже темнее. Ну, в общем, это все разноцветное. Вот это светофор. Она и вытерта, и выцвела, и здесь катышки, здесь засалено, здесь синее, здесь черное. Вот наше новое кресло. Все равно его придется немножко перешить. Потому что мне кажется, что вот такого рельефа вот здесь нет. И это не то, что просто просижено с годами, что его здесь и не было изначально. То есть здесь у нас гладенько, а здесь у нас с бугорком. И вот это я единственное, что попросил бы, наверное, ребят переделать. В остальном, когда смотришь новое кресло, такой сразу, а чё вот так? А чё вот так? А это оказывается отдельно. Ничего себе. И мне Паша предъявляет, что, собственно, так, братан, вот оно. Оно всю жизнь, оказывается, и было отдельно. Просто столько тут сала, слизи, биологических материалов людей сюда вылилось, что оно все время казалось, что это плоское и что-то одинаковое. На самом деле нет. В реальности вот эта подушка, она действительно всю жизнь была отдельная. И просто когда оно новое перетянутое, оно и здесь отдельное. И у нас теперь подголовник одинакового цвета сзади и спереди был разных. У нас теперь это такого же цвета. Короче, все прямо. Паша, это круто. Это серьезно круто. Тяжелый в перетяжке материал? Да нет. Конечно, ты же не перетягивал. А мнение швеи, оно вообще никого не беспокоит абсолютно. Я хочу сказать, что никогда вы по камере не отличите вот это от этого. Шикарно. При этом ткань другая, не та, которую мы согласовывали в начале. По-моему, вот это еще крупнее стало. Это то же самое. То же самое? Да, все, прям на чем печатали изначально образец. То есть они вместо бракованной привезли такую же не Я не бракованную? знаю, где они взяли, но да, но она один в один. Ну, где-то взяли. Но это выглядит офигенно на самом деле. И мне нравится мне всегда нравились тряпочные салоны, не кожаные. Будет он смотреться, да просто пушечно. На контрасте с ремнями, с красной строчечкой, как в VR6 и здесь и прочее. А сколько нужно времени, чтобы остальное перетянуть? Неделя. Неделя? Так это вообще пушка тогда получается. И задний диван, и второе кресло, и прямо все. И карбон скоро приедет. Карбон уже едет вроде бы. Класс. По карбону одни ребята в стране взялись только делать. У нас был карбон с трещинками, и спас нас Воронеж, да? Москва-Воронеж? Хер догонишь. Да, вот, собственно, они там и делают. Пишут, что Москва — это большой Воронеж. Но оказалось, что Воронеж лучше, чем Москва, потому что в Москве не делают карбон, а в Воронеже сделали. Так что все отлично. Здрасте. У нас тут с вами, похоже, вырисовывается небольшая проблема. Ауди-то это ладно, это все сделаем. Ветошь. Ну? У нашей ежматери... О, они начали уже, смотри, шантропопить по плоскости. Уже пытаются вылезти, поэтому она, видимо, их караулит, чтобы они тут далеко не уползли. Трындец. Все четверо в порядке. Короче, у одного котенка не открывался глаз очень долго. И мы подумали, что он пошел в минималке, как мама в этой комплектации. Но все открылось. Мы так переживали. Ветошь, мамка, я тебя поздравляю. Все котятки у тебя нормальные теперь, да? Смотрите. Ой. Яр, открылись все глаза у всех. Все максимальные. Да, кайф. Просто кайф. Наконец-то. В общем, отвечая на ваши многочисленные вопросы, когда будем раздавать котятам на сегодня что-то еще, по-моему, месяца нет, типа недели 3 или около месяца. Ну, соответственно, я думаю, что через 2 месяца вроде их надо уже раздавать. И без проблем, если что, предзаказы открытые в директе у Скрю можете писать, оставлять. Там кто-то уже хотел забрать одного, второго, третьего. Пока все нарядно, все четверо на местности. Начинают уже ползать, пищат, шипят на меня, не даются в руки. Я их брать тоже на всякий случай не хочу. А то мало ли, я ж мать обидится. О, какая красавица. Но это ладно. У нас там с вами сейчас начинает собираться редуктор и КПП, которое все теперь нарядное, очищенное из пескоструя, а теперь еще будет и технически идеальное.
Алексей из Clean Parts дальше продолжает нас радовать новыми, а может даже и лучше детальками. Потому что новая деталь, это, знаете, всегда гарантия. А когда она прошла 500 тысяч километров, есть прямая уверенность в том, что пройдет и еще как минимум 100. Следовательно, у нас есть коробка. Мы долго думали сделать заставку с ее сборкой, но давайте я вам просто объясню, как на самом деле собирается коробка. Это довольно легко. То есть вот сам карабас, отсюда у нас выходят привода, здесь содержится всякая фигня, дифференциал и прочее. Вот в этой части. Потом у нас есть другая часть, которая ставится сверху. В ней обычно содержится торсон и еще некоторые элементы самих передач. Она просто устанавливается, ну, типа вот так сверху. Далее сверху на нее приходит, по-моему, здесь торсон. Да. Ну, в общем, вы поняли, да, потому что в торсон точно вот здесь, судя по вытянутой форме. Здесь у нас получается все передачи, подшипнички, муфты, синхронизаторы, как раз то, что погорело, то, что сейчас будем восстанавливать. И сверху уже прилетает, ну, можно сказать, раздатка. То есть, короче, торсон. Та штука, которая при изменении крутящего момента замыкается, и крутящий момент уже идет на заднюю ось, потому что по дефолту он выходит только на передний. Но также к коробке, в принципе, опционально можно еще поставить датчик включения задней передачи. Давайте попробуем сюда. Вот, видите, теперь у нас начали загораться задние лампочки, когда мы втыкаем реверс. Ну, а сверху без хвостовика, ребята, уже никак не прикрутишь кардан. Поэтому он встает непосредственно, наверное, как-то вот похоже, что даже я, смотри-ка, и в принципе прав. Можно даже немного все это запрессовать, и у нас остался сзади хвостовичок, который там более-менее на чем-то крутится. Остался последний элемент, это безопасность. На нем располагается та самая система Procon 10, и она где-то примерно... Что-то вот как-то вот сюда она и крепится. А может даже... Нет, вот так точно она крепится, потому что все подошло. Ну и получается все. Коробка готова. Можно устанавливать. А, привода еще хочешь? Да. А пока нет фланцев у них. Так ему так положено. А крышки коробки еще не присоединены. А где крышки-то, кстати? Они что же есть? Он мог опять забыть. Да, мы поставили бы недособранную коробку. Это было бы очень... плохо. Пришлось бы ее потом снимать снова. Плюс у нас есть какая-то забавная деталь, вот такая, как я понимаю, это кожух привода. Да. И он, видимо, наполучал. Найти его новым не представляется возможности, и он на самом деле идет вот так. И мы думаем, может быть, болгаркой взять его просто спилить вот так, он будет чуть короче и как новый. Вот такая халява. Да, вот, все, наконец-то есть крышка. И крышечка редуктора. Сейчас... Вообще по-другому, да. Лучше, чтобы сальничек был внутри, я согласен. Ну, как-то так, ориентировочно, короче. Да, прессовали там худо-бедно, болты не совпали, но ничего. Ну и давай привод тогда уже. Погнали. И он сюда заходит. Фланцев тоже по-прежнему нет, но как бы... Ланчуем? Все, главное не порвать, но теперь все усиленное. Так, колесо давай подкатывай. А кулака нет, кулак еще кулак надо потянуть. Ну, короче, вы примерно поняли, как будет проходить сборка, и главное, в процессе этой сборки у меня чистые руки. Короче, красиво пипец. Прямо вот реально восхищение. Вот. Действительно, очень хочется это увидеть. Поскорее. Просто встать и смотреть на это. Это уже удовольствие. Движемся дальше. Получается, мы движемся... у нас же еще трансмиссия, это не полная. У нас же заднего-то привода, у нас же квадра. А мы с тобой только про передок рассказали. Там вот собираются. Пошли к квадре. Редуктор в прошлой серии, как вы помните, разбирался только из-за того, что у него текли сальники. Он вообще сопливил. Не то, что там что-то прям текло и капало, но он был весь в масле, и это неприятно. Заодно мы узнали, что в нем внутри все в порядке. Все это очищено, покрашено, выглядит как новое. Сейчас оно точно упадет мне на пальцы ног, и тогда будет классно. И, собственно, все, теперь все крутится, и главное, не будет течь отсюда масло. И мы точно при разборе поняли, что у нас все абсолютно в порядке с системой включения полного привода. Было, по крайней мере, до того, как это все разбирал Алексей. И все точно должно работать. Пятно контакта в отличном состоянии. Сальники теперь новые. Короче, все будет пушка. Таким образом, у нас собрана вся трансмиссия. Осталось собрать мотор, который будет собираться уже в следующей серии. А мы возвращаемся в кузовню, потому что движуха идет капец там каждую минуту.
Короче, я вам могу сказать так. Выкраски не передают. Обалдеть. Просто обалдеть. И она металлик. Вот теперь металлик видно. Капец она будет какая. Яркая вообще. Да, она будет просто уничтожитель. Да, мне тоже понравился цвет прямо. С металликом именно. На плоскости как металлик видно. Да. И вы даже, на самом деле, когда стоишь отсюда, вот отсюда цвет один, он такой темный, прямо мясо темный. И чем больше ты смотришь на плоскость под прямым углом, тем цвет светлеет и становится ярче. То есть не бледный, а яркий, он прям так все... Ля, когда ты видел ее столько времени вот такой, и чувствуешь, какой она станет. Ха-ха-ха. Покраска это так быстро, то есть столько времени ничего не происходит, потом А потом просто бух. часов раз и все покрашено. Да. Офигеть, какой цвет. Обалдеть, даже не верится, что она такая будет. Ровная крышка. Да. Она вся перешпаклеванная, кстати, тоже. Хоть и казалось вроде бы идеально ровной, а все равно пришлось всю протянуть. Вот это будет пушка в городе. Представляешь, такое красное пятно просто уничтожающее едет. Ну это же взрыв. Это просто взрыв. И главное, в чем прикол, что они были красного цвета S4. То есть, почему мы заранее отмели, вы много советовали, новый цвет RS7, что там какие-то вот эти современные цвета. Нет. Эта машина должна быть аутентичного цвета. То есть, были красные, просто красный S4, но это не просто красный. Таких в то время красных цветов не было, потому что это красный металлик с определенным лаком. Причем это не металлик, это какая-то там супер стружка, в общем, ребята сказали. Это металлическая пыль. Мы привыкли эту машину видеть другой, совсем другой. А она скоро станет... Вон дверь висит. Вот это космос. А сейчас свет не включить? А там другая машина. Ля, она красная. Вы покрасили ее в цвет кантователя. Да. Вот мы откуда брали. Там тепло. Сейчас будет хорошо, да. Замерзли? Открыть лучше, мне кажется. Она становится машиной. Тут такая дверь. Все красное. Гигант, помнишь, да? Да. Вибрушка легла. Тепленько здесь. Нормас, в свитерке самый сенокос. Да, слой антикора, еще краска. Даже шпильки заклеили. Да, все, что вправо. Так не принято, да, у нас обычно? 2 слоя кобры. Анаконды. Да. Ага. В общем, я думаю, шикарно будет все это дело ездить и надежно. Наверное, да. Надеемся. Очень надеемся. Миллион просто новых покупили, все заглушили, все, что можно было. Не, ну это офигеть. Надо выйти. Здесь стало слишком жарко. Особенно на контрасте, когда мы привыкли видеть ее просто на коленях, вот это в состоянии пепла, просто несуществующее. Когда заново делались пороги, которых не было. Когда машина воссоздавалась по памяти прошлых поколений. Обалденно, обалденно. Нам очень интересно, что будет на следующей неделе. Прямо. Самая красота. Да. Все, господа, на этом мы заканчиваем эту серию. До встречи в следующей, где кузов уже будет, получается, и снаружи красный у нас, да? Да. Я думаю, может, даже уже все повесим на него. В принципе, на следующей неделе. Мы его подсоберем. Отвечая на ваши многочисленные вопросы, кузов уже был собран перед тем, как красился. Потому что многие в личку писали, значит, без сборки делаете и так далее, типа не прокатит. Но сборка была промежуточная, да, просто этого не было в видосе. В общем, господа, это просто офигенно. Мы заканчиваем эту серию на вот именно невероятном подъеме артериального давления, потому что все получилось офигенно. У нас вот в этот момент, прямо вот в эту секунду у нас экватор. Все время до этого машина разбиралась. И в этой серии мы прошли экватор, когда она начала в обратную сторону собираться. Все, в ней больше нечего разбирать, мы разобрали все. И в этой серии начинает собираться. Собрался редуктор, собирается двигатель, скоро соберется коробка, сейчас будет собираться даже кузов. Все, мы перевалили через самую тяжелую часть, потому что впереди еще больше тяжелая.
Потому что капец, как теперь это все собрать. В общем, это историческая фигня. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Огромное всем удачи и пока. А мы продолжаем.